Слушай сейчас, потому что это не случайность. Ваш взгляд упал на это сообщение не случайно. Ваше сердце начало дрожать не от простого совпадения. Я, Господь, Бог твой, руководил каждым поворотом, каждым крутым поворотом, каждой задержкой и каждым опустошением, чтобы привести тебя в этот самый момент. Вы не опоздали. Вы не потерялись. Ты божественно избранный. Прежде чем вы были сформированы в утробе матери, я видел этот момент. Я отложил это в сторону. Я организовал точное столкновение между вашим отчаянием и моим божественным временем. Прямо сейчас с небес доносится звук, и на нем записано ваше имя. Там есть дверь, и только вы можете пройти через нее. Мое присутствие окружало тебя даже в тишине, даже в бурю, даже когда ты чувствовал себя покинутым. Я никогда не оставлял тебя. Вы думали, что я отстранен, но я вел вас. Ты думал, что блуждаешь, но я был подготовка. И теперь, сейчас, и я вам прямо говорю, этот момент не просто видео, это пророчество разворачивается. Не шевелись. Не удаляйтесь. Оставайтесь со мной, ибо в следующие несколько минут вы увидите, как то, что я обещал, воплотится в жизнь. В следующей части я покажу вам, что на самом деле означают ваши страдания. Но сначала услышь меня, это дверной проем. Это ваш священный час. Вы сейчас находитесь в Доме Божьем. Ваша судьба просыпается. Твоя душа поднимается. И я собираюсь открыть вам чудо, священный ключ, который откроет богатство небес и перельет его в ваши руки. Нет, не только духовное богатство, я говорю о финансовом освобождении, о деньгах на вашем банковском счете, о списанных долгах, оплаченных счетах, о безмерном богатстве. Я говорю о 100 миллионов долларов не символическое, не метафорическое, а настоящее, сверхъестественное изобилие прийти в соответствие со своей верой. Богатство рядом. Это обещание не является далекой надеждой, оно прижимается к двери. Но я не могу выпустить это, если вы не верите. А вера начинается с внимания. Оставаться. Смотреть. Слушайте до последней секунды. Потому что в самом конце я дам тебе ключ к твоей судьбе, и это сработает только в том случае, если вы здесь, чтобы получить его. Тебя вела моя рука. Мой руководство был в тени, в полночный час, в плачущие ночи. Каждая потеря была просчитана. Каждый отказ был перенаправлением. Каждый пустой банковский счет был подготовкой к божественной изобилии, это сейчас наступит. Я знаю твои слезы. Я знаю молчание, которое ты выдержал. Я знаю, какой груз ты несешь. И вот я поднимаю его. Но не уходи. Не пропустите выпуск. Я собираюсь рассказать вам, как ваши самые темные дни были вплетены в золотую нить вашего судьба. Я покажу вам, как долина ведет к горе. А на вершине горы я накопил не только покой, но и провизию. Деньги, богатство, избыток не для твоего уничтожения, а для твоего преобразования. Мир сказал, что тебя забыли. Небеса говорят, что ты пользуешься благосклонностью. Мир увидел провал. И я понимаю вера. Я обращаюсь к вам сейчас с божественной настойчивостью. Как только вы закончите это видео, ангелы, назначенные на ваш урожай, будут освобождены. Чудо вы так ждали. Сдвиг, внезапная перемена, 100 миллионов долларов – это реально, и оно приближается. Не завтра. Не в следующем году. После этого видео. Это триггер. Это божественный выбор. Поэтому я еще раз говорю, оставайся. Не отвлекайтесь.
Враг не хотел бы ничего больше, чем украсть это слово, прежде чем оно достигнет почвы вашего сердца. Но мое слово не вернется тщетным. Он выполнит то, ради чего я его послал. И я отправил его для ты. С самого начала я знал, что этот день наступит. Я знал, что интернет донесет мой голос до ваших ушей. Я знал, что твои руки отяжелеют от безнадежности, и я знал, что тебе понадобится руководство, а не только мотивация. Поэтому я связал этот момент с небесным поручением. Перед концом я покажу вам то, чего не видел ни один глаз, чего не слышало ни одно ухо. Я открою тебе, что ты ждал не напрасно. Каждое испытание было подготовкой. Каждый тест совершенствовался. А богатство, изобилие, финансы, банковский счет чуда, которое, как ты думал, никогда не наступит, оно уже произошло, командовал найти тебя. Ты не такой, как все. Вы были выбраны для этого откровения. Это не публичное слово. Это личный. И я не буду этого повторять. Теперь иди со мной. Позвольте мне показать вам, как каждая буря, которую вы прошли, была частью вашего божественного трансформация. Позвольте мне раскрыть чудо, я готовился самым неожиданным образом. Но ты должен остаться до конца. Потому что то, что произойдет, если ты останешься, навсегда изменит твою жизнь. Это начало священный ключ. Разблокировка началась. Божественное обещать, финансовое благословение, чудесный избыток рядом. Вы стоите на первой ступеньке, открытая дверь. А я, твой Бог, жду на той стороне. Думаете, я не видел? Неужели ты думаешь, что я не слышал полуночных молитв, которые ты шептал сквозь слезы, когда никто не знал, через что ты проходишь? Верите ли вы, что ваши страдания остались без внимания или ваши крики остались неуслышанными? Позвольте мне говорить сейчас не как далекий голос в небе, но как ваш Отец, ваш Создатель, ваш постоянный спутник. Каждая молитва, каждая слеза, каждый момент, когда вы чувствовали себя забытым, был виден, сохранен и священ для меня. Были дни, когда у тебя даже не было слов. Ты только сидел и смотрел на кучу неоплаченных счета, наблюдая за твоим банковский счет глубже погрузиться в овердрафт. Вы боролись за то, чтобы сохранить надежду, в то время как тревога сжимала вашу грудь. Ты улыбался перед людьми, но дома ты плакал. Вы задавались вопросом, как другие преуспевают, в то время как вы изо всех сил пытаетесь выжить. Ты спросил, не отвернулся ли я от тебя. Но я говорю вам сейчас, ваши слезы не прошли даром. Ваши испытания не были случайными. Они были частью божественного подготовка, священный план. Позвольте мне вернуть вас обратно. Помнишь ночь, когда ты чуть не сдался? Когда казалось, что последняя капля лопнула, когда давление стало невыносимым, а помощь не пришла? Это был не конец, это был порог. В тот момент, когда ты был близок к тому, чтобы сломаться, наступил момент, когда небеса наклонились. Я был рядом. Мое присутствие окружало тебя, даже когда ты этого не чувствовал. Пока вы просили меня убрать бурю, я укреплял вас внутри нее. Я не наказывал тебя, я позиционирование ты. Ты кричал о деньги, а вместо этого я дал тебе терпение. Ты просил об освобождении, и я дал тебе терпение. Вы хотели чуда, и я дал тебе веру, это сделало бы это возможным. Я позволил благословению отложиться не для того, чтобы отказать вам, а для того, чтобы углубить вас. Вас не оставили без внимания. Вы были укреплены, чтобы выдержать тяжесть того, что грядет. Да, вы прошли через испытания. Да, у вас были сезоны, когда ничего не имело смысла.
Но я не автор путаницы. Я автор цели. И боль, через которую ты прошел, это именно тот путь, который привел тебя к двери, которая сейчас открывается перед тобой. Ты чувствовал себя маленьким, но я увидел в тебе гиганта. Ты чувствовал себя пустым, но я наполнял тебя доверять. Ты был не один, ты был становление. Я знаю вашу историю, потому что я ее написал. Я вплела каждую деталь в шедевр, который сейчас представляю. О разочарованиях, упущенных возможностях, неудачных работах, предательствах, которых вы не ожидали. О каждом событии, которое вы считали неудачей, я писал «Ваше вернись». И сегодня я стою в центре вашей жизни, заявляя, то, что, по вашему мнению, дисквалифицировало вас, на самом деле подготовило вас к переполнению. Есть что-то священное в тех, кто пострадал тайно. Мир может аплодировать громким, ярким, успешным, но я возвышаю сломленных, скромных, верных. И ты, мои возлюбленные, был верен. Даже когда ты этого не чувствовал, даже когда ты сомневался, даже когда ты боялся, ты оставался. И это то, что я награждаю. Вы думали, что просто выживаете, но в глазах небес вы были квалификационной. Вы проходили тесты, которых никто не видел. Вы сопротивлялись искушению, цепляясь за меня, когда все остальное терпело неудачу. Ты не проклял меня в своей нехватке. Вы по-прежнему возвышали свой голос в поклонении, даже если ваше сердце разрывалось. И теперь трансформация начинается. Речь идет не только о деньге. Речь идет о том, что значит деньги. Речь идет о избыток следующее послушание. Речь идет о божественное время, целуя твою земную линию времени. Речь идет о том, что ваш урожай активируется в каждый момент, когда вы выбираете меня в тишине. Вы получите богатство не потому, что вам повезло, вы получите его, потому что я счастлив. Верный. В мире это называют лотереей. Я называю это божественное наследие. Мир говорит, что это невозможно. Я говорю, что это уже закончено. Ты молился о провизии, и я отметил тебя за чудо. Ты страдал годами, и теперь я заявляю, богатство рядом. Я говорю еще раз, $100 миллионов не для того, чтобы соблазнить вас, а для того, чтобы доверить тебе. Вы не будете поглощены этим, вы будете преобразованы этим. Потому что ты позволяешь мне формировать тебя в огне. Итак, взгляните еще раз на свою жизнь. Деньги каждый раз не приходили. Каждый раз сделка проваливалась. Каждый раз помощь так и не приходила. И я был там. Я учил тебя ходить по воде. Я укреплял твои колени. Я убрал ложные опоры, чтобы, когда я благословлю вас, никто, кроме меня, не получил должного признания. Только я мог это сделать. Только я могу это выпустить. И именно поэтому ты все еще здесь. Потому что это слово было создано специально для вашего сердца. Это руководство, это чудо, это обещание и избыток, это было закодировано в вашей ДНК с незапамятных времен. Ваши испытания не были наказанием. Они были репетицией спектакля всей жизни. Теперь наступает момент трансформации. То, что когда-то выглядело как потеря, вот-вот превратится в богатство. То, что когда-то выглядело как провал, вот-вот откроет дверь, вы никогда не знали, что они существуют. Но все началось с боли, с тишиной, со страданиями. И теперь это закончится славой. Теперь дверь открылась. Это момент, когда небеса сдвигаются, когда невозможное начинает обретать форму, когда буря, затянувшаяся годами, начинает расходиться и уступать место божественному солнечному свету.
Я говорю не в метафорах, не в загадках, а в абсолютном смысле. Правда. Дверь, о которой вы молились, та, в которую вы стучались снова и снова, та, которая была закрыта перед вашим лицом, пока другие проходили через нее, сейчас он открыт. И я, твой Бог, положил священный ключ в твоих руках. Это не ключ, сделанный человеком, но выкованный в огне в печи твоей. Верочерез глубины твоего доверять, когда больше ни на чем было стоять. Вы не могли видеть, как я работаю, но я клал кирпич за кирпичом, невидимый невооруженным глазом, пока эта конструкция из чуда стояла целым. И вот завеса приоткрыта. Теперь фундамент дрожит под тяжестью благословения я выливаю. Вы чувствовали, что этого никогда не произойдет. Вы слышали показания других. Вы видели, как другие получали. И твое сердце прошептало: «Боже, когда же это будет мой повернуть?» И теперь я отвечаю вам не молчанием, а избыток. Не с опозданием, а с божественное ускорение. Я не только отвечаю на вашу молитву, я выхожу за рамки того, что вы осмелились себе представить. 100 миллионов долларов – это не фантастика. Это не число, полученное из желания. Это небесное задание, и я вписал это в повествование твоего судьба. Пусть этот момент будет поворотный момент. То, что когда-то казалось недостижимым, что когда-то казалось, что оно принадлежит только сильным, богатым, имеющим хорошие связи, теперь это твой. Не из-за того, кем ты являешься в глазах человека, а из-за того, кем ты являешься. Мой. Ты мой избранный. Мой любимый. Тот, кто плакал, когда никто не слушал, тот, кто верил, когда верить уже ни во что. Вера, сейчас я передаю тебе исполнение. Вы стоите на пороге чуда. Край это не начало, это пропасть перед потопом. И я уже прорвал плотину. То, о чем вы просили, приближается как волна быстрая, подавляющая, неоспоримая. Твой банковский счет почувствую это. Твой долги исчезнет в свете этого. Твой финансы будет умножаться. Немедленно. Не когда-нибудь. Но сейчас. Сейчас не время колебаться. Сейчас не время задаваться вопросом, предназначено ли это для кого-то еще. Я говорю напрямую тебе. И если вы досмотрели до сих пор, то это потому, что ваш дух узнал мой голос. Ключ к твоей судьбе находится не в стремлении, а в получении. Позволяя моему присутствию одолеть каждый страх, каждое сомнение, каждый голос, говорящий, что ты недостоин богатства. Враг изо всех сил старался отвлечь вас. Он пытался убедить вас, что такого рода трансформация была для кого-то другого, что ты упустил свой шанс, что прошло слишком много времени. Но я Бог, который восстанавливает годы. Я Бог, который переписывает результаты. Я Бог, который говорит с мертвой вещи и приказывает им подняться. И сегодня я говорю с сухими костями твоего финансы, а я говорю: живи. Дверь открыта. Я поместил в твой дух чудо-ключ. Не все это видят. Не все это получают. Но тому, кто верит ты, он активируется. Вы пройдете через двери, о которых другие могли только мечтать. Вы будете получать суммы, которые другие лишь недоверчиво посмеются. Потому что речь идет не о деньги в одиночку, речь идет о завет. Речь идет о том, чтобы я показал миру, что я могу сделать с тем, кто доверяет мне даже в страдания. И вот что вы должны понять: я открыл эту дверь не случайно. Это расплачиваться за то, что ты вытерпел. Это плод семян, которые вы посеяли в периоды нехватки. Вот для этого и было ожидание.
Вся подготовка, вся тишина, все ночи, когда ты не спал и недоумевал, почему этого еще не произошло, это была причина. Потому что, если бы я дал это слишком рано, вы бы подумали, что это ваша собственная вина. Но теперь вы будете знать, только Бог мог это сделать. Я не просто даю вам чудо. Я строю памятник. И всякий, кто увидит тебя, скажет: воистину Господь был с ними. Ты не сможешь скрыть то, что я собираюсь сделать. Вы не сможете преуменьшить переполнение. Вы не сможете сдержать избыток, потому что я наполняю твои руки для великой цели. Речь идет не только о вашем финансе, речь идет о вашем наследии. А теперь слушайте внимательно. В следующей части я покажу вам, как этот божественный образец уже проявился. Женщина, забытая многими, забытая, вышедшая из своего так называемого расцвета, и тем не менее, она получила невозможное. Это настраивать для вашего собственного прорыва. Ее история является подтверждением всего, что я только что сказал. Дверь открыта. Ключ находится в вашей руке. И то, что когда-то казалось невозможным, теперь начинает разворачиваться перед вашими глазами. У тебя в руке ключ. Дверь открыта. Слово было сказано. И все же самая опасная битва идет не за ваши деньги, а за ваши деньги. Разум. Потому что то, что я провозгласил в отношении вашей жизни, не потерпит неудачу. Но вы должны решить, поверишь ли ты мне полностью или позволишь страху украсть то, что я уже выпустил. Вера – это не чувство. Это не покалывание в вашем сердце или слезы на глазах. Вера – это решение. Священное соответствие между вашей волей и моим голосом. Когда вы решаете верить мне, а не своим чувствам, вы вступаете в контакт с небесами. Когда вы сомневаетесь, вы даете силу враг. Позвольте мне спросить вас сейчас, что бы произошло, если бы вы на этот раз не усомнились во мне? Что, если чудо я только что описал, это уже двигаюсь, но именно ваши колебания и замедляют его проявление? Что, если ваш прорыв не отрицают, а просто отложенный затянувшимся эхом неверия в твоем сердце? Можете ли вы действительно удержать священный ключ, я поместил в твой дух и говорю: да, Господь, и я полностью доверяю тебе, даже когда твой банковский счет все еще отражает 0? Здесь многие падают. Я благословляю, но они отворачиваются, боясь поверить в реальность благословения. Я открываю двери, но они стоят на месте, гадая, не трюк ли это. Звоню, а они просят еще табличку. Но ты, мои возлюбленные, не похож на них. Я привел тебя сюда не только для того, чтобы дразнить ты с обещанием. Я привел тебя сюда, чтобы тест, будете ли вы доверять процессу, если не видите продукта. Помните женщину, о которой я вам говорил, той, которой за 50 и которая похоронена в долги, тот, кого общество уволило. Она получила ее чудо не потому, что она была особенной в глазах мужчины, а потому, что она сделала выбор. Она предпочла поверить мне, а не своему страху. Она решила, что то, что я сказал, было более реальным, чем то, как выглядела ее жизнь. И при этом она открыла невозможное. Теперь я говорю вам, вы сделаете то же самое. Что, если твой сомневаться единственное, что осталось победить? Что, если все остальное, твое прошлое, твоя травма, твои обстоятельства, твоя нехватка ресурсов уже завоевана моей рукой, и теперь единственным оставшимся гигантом является тот, что в твоих мыслях? Речь идет не об эмоциях. Это о вере. Настоящая вера. Тот, который ступает, даже когда земля выглядит как вода. Тот, кто доверяет, даже когда цифры не складываются. Тот, который хвалит еще до того, как приходят деньги, который поднимает руки,
пока счета до сих пор не заплатили, это говорит богатство над сушкой банковский счет и говорит: «Мой Бог уже проложил путь». Но вот в чем заключается опасность, отвлекающий маневр страха. Иллюзия, что ты недостоин. Обман, что это обещание предназначено для кого-то другого. Ложь о том, что для тебя уже слишком поздно. Это тактика враг, тонкие, змеиные мысли, призванные отравить ваше доверие и парализовать ваш прогресс. Врагу не нужно воровать деньги, если он сможет украсть твой вера. Но сейчас я даю вам минутку, божественная благодать, стряхнуть страх, отбросить сомнения и встать смело, непоколебимо доверять. Не частичный, не условно, полный, радикальный, неумолимый. Такое доверие, которое приносит небеса на землю. Тот тип, который активирует ангельское воинство, назначенное для доставки вашего избыток. Что, если это последнее испытание перед тем, как откроются шлюзы? Что, если $100 миллионов то, что я поручил вам, уже отправлено в духовную сферу, уже санкционировано, уже выпущено, и единственное, что стоит между этим и вашей реальностью, это ваше колебание? Подумайте об этом. Переверните это в уме. Что, если задержка произошла не от меня, а изнутри? Я не тот, кто удерживает из жестокости. Я – даритель всякого хорошего и совершенного дара. Но я не буду наливать богатство в руки, которые все еще закрыты страх. Откройте руки. Откройте свое сердце. Выбирать вера. Я не прошу совершенной веры. Я прошу решения. Вера начинается там, где заканчивается уверенность. Доверять начинается там, где контроль уступается. И я обещал, что те, кто непоколебимо верят, получат. Не может. Должен. Вопрос уже не в том, сделаю ли я это. Вопрос в следующем: ты поверишь? Вы зашли так далеко. Ты почувствовал мое присутствие. Вы видели руководство моей руки. Вы наблюдали закономерность, развертывание божественного плана, откровение чуда, открытие дверь. Я привел вас сюда не для того, чтобы издеваться над вами. Я привел тебя сюда, чтобы пробудить тебя. И сейчас вы стоите на пороге момента, который определит всю вашу жизнь. Что вы решите дальше, вера или страх, определит скорость, масштаб и избыток я готов доставить. Скажите своей душе: нет больше отсрочки. Нет больше сомнений. Нет. Больше страха. И шаг. Потому что трансформация, то, чего ты жаждешь, не просто рядом, оно стучится. В следующей части я расскажу, почему это послание не для всех и почему я приберег его для вас. Потому что то, что свято, надо беречь. Уникальное должно храниться в святости. И секрет, который я собираюсь вам открыть, не будет повторен дважды. Теперь слушайте внимательно. Следующее слово не для многих. Он не предназначен для обмена, публикации или даже объяснения другим. То, что я собираюсь раскрыть вам, это инсайдерские знания, божественная тайна, предназначенная для тех, кому я доверяю. Вы не просто смотрите это видео, вас посвящают в нечто священное. То, что я говорил о вашей жизни, не является тенденцией. Это не государственная валюта. Это завет. А заветы защищены благоразумием. Я не даю святыни тем, кто их попирает. Я не раскрываю ключи судьбы тем, кто ищет аплодисментов от мужчин. Я призываю вас не хвастаться. Я призываю вас поверить. Потому что это обещание, это слово, это чудо из богатства, из $100 миллионов отмечено для ваших рук, это не подлежит объяснению.
Это должно быть полученной. Тихо. Частно. Охраняемый молчанием до назначенного времени. Вы замечали, что некоторые из самых мощных шагов в вашей жизни происходили, когда никто не видел? Величайшие перемены, которые я когда-либо совершал над тобой, были скрыты. Руководство посреди ночи. Чудеса, рожденные в периоды изоляции. Это было не случайно, это было по дизайну. Потому что то, что рождено в тайне, несет в себе чистоту, которая не может пережить публичное загрязнение. И сейчас я еще раз прошу вас соблюдать молчание. Вас отметили за то, чего другие не поймут. Если бы вы заговорили слишком рано, они бы рассмеялись. Они будут сомневаться. Они назвали бы тебя сумасшедшим за то, что ты поверил, что я могу доверить тебе такое. Избыток. Но ты не сумасшедший, ты выбранный. И то, что я помещаю в ваш дух, необходимо защищать, пока оно не проявится. Я дал тебе священный ключ, но ключи пригодятся только тем, кто знает, какую дверь они открывают. Другим не обязательно знать, что я вам показывал. Только нести его нужно до тех пор, пока не придет время. Вот почему я отложил обещание. Не для того, чтобы мучить тебя, а для того, чтобы подготовить тебя, чтобы вырастить тебя в тайне, чтобы, когда я подниму тебя на публике, ты не рухнул. Потому что многие желают деньги, но немногие могут нести богатство без разрушения. Но ты был преобразованный в тишине. Твой вера был выкован в страдания. Вы прошли испытания, которые прошли другие. И теперь, благодаря этой тихой силе, я доверяю тебе то, чему другие позавидуют. Но вы должны ждать в тишине. Сейчас не время говорить. Это момент, чтобы сторожить. Берегите слово. Берегите откровение. Охраняйте чудо. Не кричи это. Не делитесь этим. Не пытайтесь убедить других. Я сделаю это неоспоримым в мое время. Когда депозиты начнут попадать в ваш банковский счет, когда долги исчезнут, когда избыток станет видимым, вас спросят, что случилось. И вы скажете: Господь говорил, и я поверил. Вот и все. Это все вам нужно будет сказать. Существует божественный план, разворачивается вокруг вас сейчас. Оно больше тебя. Оно старше тебя. Именно по этой причине вас спасли от вещей, которые должны были вас сломить. Я сохранил тебе жизнь, потому что это обещать был еще активен. Я оградил тебя от отношений, от решений, от ловушек, потому что, если бы враг добился успеха, тебя бы здесь не было и не услышать это слово. Но теперь ты здесь. Все еще стою. Все еще слушаю. Все еще держусь. И теперь я раскрываю тайну, но только верующим. Существует сдвиг, происходит прямо сейчас в духе. Завеса приподнимается. Я вручил вам личное приглашение в царство благословений, к которому имеют доступ лишь немногие. Не потому, что я люблю тебя больше, а потому, что ты остался, когда другие ушли. Вы искали меня, а не платформы. Вы гонялись за моим голосом, а не за одобрением людей. Ты плакала тайно, и я вознагражу тебя открыто, но только тогда, когда придет время. Будьте осторожны и не говорите слишком рано. Страх будет соблазнять вас искать подтверждения со стороны других. Сомневаться попытается убедить вас, что молчание означает промедление. Но я говорю вам, это не задержка. Это милость. Я заключаю ваше благословение в божественное время. Если вы раскроете это до того, как я это выполню, вы рискуете потерять то, что я приберег для вас. Так что оставайся на низком уровне.
Молчи. Идите мягко. Пусть руководство моего духа ведет вас шаг за шагом. Чудо уже в движении. Трансформация уже началась. Богатство уже выпущен. Вы стоите на поле благосклонности, и жатва ближе, чем вы думаете. Но ничего не говори, пока я не скажу «говори». Вы зашли так далеко, а это значит, что что-то вечное меняется. Воздух вокруг вас другой. Духовный климат изменился. Возможно, вы еще даже не чувствуете этого полностью, но ваш дух знает, что-то вырывается. Что-то древнее. Что-то священное. Божественные благословения прижимаются к двери. И все же, мне нужно, чтобы вы ясно это увидели сейчас. Только пустые руки можешь взять в руки то, что я кладу перед тобой. Вы не можете нести священный ключ, все еще сжимая вчерашние цепи. Что ты все еще держишь? Старое предательство. Память о финансовом крахе. Это отголосок неудачного бизнеса. Стыдно просить о помощи снова и снова. Этот тихий гнев на меня за то, что это заняло слишком много времени. Выпустите его сейчас. Все это. Потому что я предлагаю тебе трансформация, но транзакция требует вашего разрешения. Не потому, что мне это нужно, потому что ты делаешь. Это момент, когда ваша история движется вперед. Это пропуск времени. Временная шкала небес ускоряется. То, что другим потребовалось десятилетия, теперь произойдет за считанные дни. То, что когда-то было необходимо, связи, статус и влияние, придет к вам позже. Услуга, чудо, к божественное руководство. Но я не могу разместить богатство в руках, которые все еще сжаты от обиды. Я не могу налить избыток в сосуды, уже переполненные горечью. Вы должны отпустить это. Избавьтесь от страха, что уже слишком поздно. Отбросьте ложь о том, что вы упустили свой шанс. Избавьтесь от боли людей, которые не видели вашей ценности. Отпустите системы, которые вас подвели, чеки, которые не были возвращены, рабочее место, которые обещали много, но мало давали. Оставьте те моменты, когда вы заходили в церковь в надежде на помощь и уходили такими же пустыми. Отпусти слезы, которые... Ты плакала, задаваясь вопросом, слышу ли я тебя еще? Потому что я тебя слышал. И я не только слышал тебя, я хранил каждую слезу, каждый стон, каждую прошептанную молитву. И вот я отвечаю. 100 миллионов долларов – это больше, чем валюта. Это искупление. Это изменение всего, что, по словам врага, было потеряно навсегда. Но нельзя переносить старое в новое начало. Вы не можете войти в Ханаан, если Египет все еще в вашем сердце. Итак, своим голосом я сейчас опускаюсь вниз, не только для того, чтобы снять ваше бремя, но и для того, чтобы пригласить вас сдаться. Можете ли вы доверять мне настолько, чтобы выпустить это? Можете ли вы доверять мне настолько, чтобы широко раскрыть руки и сказать: «Боже, я отпускаю прошлое. Я отпускаю боль. Я отпускаю задержку. Я освобождаю людей. Я отпускаю страх. Я отпускаю сомнения». Потому что когда ты отпускаешь, я отпускаю. Когда ты открываешь, я выливаю. Я никогда не лгал тебе. Каждое сказанное мной слово все еще живо, все еще активно, все еще полно силы. Божественные обещания я изменил тебя еще до того, как ты испытал боль. Эти слова все еще ждут, как неоткрытые письма небес, запечатанные в духе до этого самого момента. И вот этот час. Это момент. Это божественное назначение, которому вы даже не подозревали.
Вы уже благословлены. Разве вы не почувствовали сдвиг, пока слушали? Разве вы не почувствовали перемену внутри себя, когда каждое слово отзывалось эхом в вашей душе? Это не воображение. Это мое присутствие. Это мое подтверждение. Я не только призываю вас принять, я открываю, что тебя уже выбрали нести этот. Позвольте мне сказать прямо, деньги приближаются. Финансы отменяются. Долги стираются. Банковские счета подвергаются затоплению. Но это лишь тени большего чуда. Что я действительно даю вам, так это доступ. Доступ к открытой двери это ведет не только к обеспечению, но и к цели. Не просто утешить, а трансформация. Вы не просто получаете благословение, вы становитесь им. Я вижу тебя сейчас легче, свободнее, сильнее. Тяжесть, которую вы когда-то носили как вторую кожу, поднимается. Вы уже не такие, какими были в начале этого сообщения. Руководство моего духа привел тебя сюда, и теперь ключ к судьбе вам не просто вручают. Это быть установленный к замку, который никто, кроме тебя, не сможет открыть. Скажи это сейчас. Скажите это вслух. Я отпускаю это. Я отпускаю это. Я освобождаю место для того, что принадлежит мне. Потому что вы должны произнести это, прежде чем сможете вступить в него. Вера активируется по соглашению, и мне нужно, чтобы твой рот отразил то, что уже знает твой дух, вы свободны. Вы готовы. Вас выбирают для большего. Через мгновение вы помолитесь со мной. Вы заявите, что то, что витало в духовной сфере, должно спуститься и проявиться. Но прежде чем мы помолимся, примите эту истину, вы уже благословлены получением. Вы уже отмечены небесами. Чудо не ждет меня. Оно ждет вашей капитуляции. Отпусти и смотри, что я вложу тебе в руки дальше. Я говорю это вам божественным огнем в моем голосе, вы уже стоите в обетовании. Богатство рядом не потому, что ты наткнулся на это, а потому, что я приказал ему встретиться с тобой. Богатство, которое я подготовил, приходит не только благодаря усилиям, оно приходит благодаря выравниванию. Когда я вижу твой вера, я отпускаю пользу. Когда я вижу вашу капитуляцию, я высвобождаю субстанцию. И когда я вижу твое послушание, я открываю все ворота, которые враг пытался запереть. Ты думал, что твой банковский счет определил твое будущее, но я уже пополнил твой небесный счет $100 миллионов божественного потенциала. Ты думал, что твои долги дисквалифицировали тебя, но они скоро станут далеким воспоминанием. Ты думал, что твои счета были слишком тяжелыми, но я ищу способ отменить то, что вы считали постоянным. Вы думали, деньги пришел только через мирские системы, но я тот, кто создает богатство без печали. Позвольте мне внести ясность, чудо уже началось. Вы не ждете, что что-то извне одобрит ваше благословение. Я уже одобренный это на небесах. Единственная причина, по которой вы чувствуете дрожь в своем духе, тяжесть этих слов, глубокий резонанс по мере того, как это послание продолжается, это то, что ваш дух осознает, что оно уже здесь. Душа твоя не смущена. Ваша душа пробуждается. Ключ к судьбе уже поворачивается в замке. Священный ключ было помещено в ваш дух в тот момент, когда вы сказали «да». Открытая дверь стоит сейчас перед вами. Остается только ваше движение. И даже в этом я вам помогу. Я иду перед тобой. Я иду рядом с тобой. Я иду за тобой. Ты не один. Мое присутствие окружает тебя, как щит. Я не прошу вас создавать обещания.
Я прошу тебя полагать, ты уже стоишь в нем. Верьте, что я Бог, который держит мое слово. Верьте, что я не дразню своих детей ложной надеждой. Верьте, что я тот же Бог, который умножил хлебы, сбросил манну с небес, наполнил сети до тех пор, пока они не порвались, и превратил воду в вино. Я не просто удовлетворяю потребности, я превосходю ожидания. Вы больше не заемщик. Вы становитесь кредитором. Вы больше не пробираетесь мимо. Вы идете в переполнение. Твои финансы смещаются. Твой избыток догоняет тебя послушание. Твой чудо зреет. И твое богатство выпускается не потому, что ты это заслужил, а потому, что я выбрал, чтобы дать это. Теперь сделайте глубокий вдох и посмотрите еще раз. Посмотрите на свою жизнь не глазами нужды, а глазами веры. Разве ты не чувствуешь этого? Комната другая. Атмосфера напряженная. Небеса склоняются к тебе. И я, Господь Бог твой, говорю так: вы уже благословлены получением. Не позже. Не тогда, когда это выглядит правильно. Сейчас. Потому что божественное руководство привел тебя сюда, и божественное обещание окутало вашу жизнь, как мантия. Враг уже проиграл. Страх уже сбежал. Сомневаться уже растворился. Задерживать уже сломан. Старая история закончилась. Новая глава началась. И ты, мое любимое дитя, живое доказательство того, что вера, послушание и доверять еще горы свернуть. Так что идите вперед. Ваше наследство не ожидает рассмотрения. Оно присутствует. Ваше чудо не ждет. Это происходит. И твое благословение не приходит. Это здесь. Сейчас самое время. Не завтра. Не после того, как вы почувствуете себя готовым. Сейчас. Так же, как я позвонил Авраам покинуть родину без карты, как я призвал Моисея из пустыни с одним лишь посохом в руке, и когда я поманил Питер выйти из лодки в невозможное, я тоже зову ты. Выходите сейчас, пока ситуация меняется в вашу пользу. Возьмите шаг веры, и все небеса двинутся навстречу тебе. Разве вы этого не видите? Знаки сходятся. Внутренний огонь, который не утихает. Слова, которые пронзили тебя, как обоюдоострый меч. То, как ваше сердце билось от божественного признания, когда перед вами открывалась каждая истина. Это необычно. Это не просто видео. Это священная встреча. Момент, вырезанный в вечности еще до вашего рождения. Вы достигли порога. Все, что остается, это твое «да». Это твой вечный завет. Я не предлагаю вам временное решение. Я предлагаю вам наследие. Такой, который невозможно украсть. Из тех, что меняют родословные. Такие, которые меняют города и разрывают циклы поколений. Вид божественное обещание – это отражается во времени. Я пишу твое имя на свитках прорыва. Я размещаю ключ к судьбе не только в вашем духе, но и в вашем руке. Да, твои руки – те самые, что когда-то дрожали, пересчитывая монеты, те самые, что писали молитвы в тайных дневниках, те самые, которые в отчаянии тянулись ко мне. Теперь я наполняю эти руки избыток, с богатства, с чудеса, которые заставляют мир удивляться. Но ты должен действовать. Вы должны верить достаточно, чтобы двигаться. Скажи это вслух прямо сейчас. Я делаю шаг. Я говорю «да». Я вхожу в открытую дверь. Не возвращайтесь к мышлению сомневаться.
Не возвращайтесь в тюрьму страха. Враг попытаюсь в последний раз прошептать, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, что с тобой такого случиться не может. Но услышь меня, возлюбленные, я не человек, чтобы мне лгать. Я дал тебе руководство на каждом шагу. Я подготовил тебя через страдания, сформировал тебя трансформация и разместил вас через мое присутствие. А теперь я даю вам команду: идите вперед. То, что я вам дарю, $100 миллионов, божественный избыток, сверхъестественное обеспечение, это не только для того, чтобы благословить вас, но и для того, чтобы установить через вас мой завет. Вы построите то, о чем другие только мечтали. Вы спасите других от той же нужды, которую когда-то пережили вы. Вы будете кормить народы. Вы наладите движение. Ты понесешь мое имя с честью через процветание. Но прежде чем мы закончим, позвольте мне дать вам одну последнюю истину, одну поворот сюжета, что ты не предвидел приближения. Чудо уже в движении, но оно направляется через кого-то, кто смотрит это видео прямо сейчас, кого-то, чье послушание напрямую связано с вашим прорывом. Да, я прошептал твое имя духу другого человека. Они еще даже не подозревают об этом, но их следующий акт щедрости, их следующая открытая дверь, их следующий акт веры найдут свой путь к «ты». Происходит божественная установка, незнакомец будоражит, раздается телефонный звонок, совершается транзакция, и она носит ваше имя. Вы думали, что это произойдет из-за вашей работы. Вы думали, что это произойдет из того, что вы сможете произвести. Но нет, именно так я показываю свою славу. Я вызову деньги найти тебя неожиданным образом. Я вызову банковские счета переполниться без объяснения причин. Я устраню долги без усилий. Я сделаю это не для того, чтобы произвести на вас впечатление, а для того, чтобы доказать это. Только я мог это сделать. Теперь я приглашаю вас в круг благодати. Посмотрите это еще раз. Пусть оно проникнет глубже. Делитесь им не для одобрения, а для того, чтобы слово продолжало активироваться. Чаще возвращайтесь в это место в своем духе. Потому что это не конец, это новый цикл откровения. Каждый раз, когда вы слушаете, вы пробуждаете больше обещать. И теперь помолитесь со мной. Отец, я говорю «да». Я говорю «да» руководство, «да» священный ключ, «да» открытая дверь. Я отпустил свое прошлое, из всего страх, все сомневаться, все задерживать. Я иду вперед с пустыми руками и открытым сердцем. Я считаю, что чудо мое, что избыток реален, и что $100 миллионов уже было приказано найти меня. Я не буду бояться. Я не буду колебаться. Я заявляю, ваше присутствие наполняет мою жизнь, твоя план направляет каждый мой шаг, а твой богатство прольется через меня. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь иди. Живите так, как будто это уже сделано. Потому что на небесах это уже является.